Прямо сейчас я нахожусь в футбольной коробке города Тбилиси. Здесь, конечно, совсем не зеленый газон, искусственное поле. И вот в таких коробках начинают заниматься многие футболисты. Конечно же, не на профессиональном уровне. Чтобы быть профессионалом, нужны другие условия. Зачастую даже инвентарь, классные поля далеко не гарантируют вам успеха в футболе. В этом виде спорта очень важна роль тренера, человека, который живет этой профессией, который постоянно с детьми, вовлечен в их тренировочный процесс. И вы знаете, даже в профессиональных академиях далеко не факт, что все тренеры такие, но тот человек, про которого я хочу рассказать в этом видео, он определенно заслуживает внимания. Он один приехал в Турцию, приехал в Анталию, смог с нуля создать футбольный клуб, сейчас активно готовит его к первому сезону в турецком футболе, и это точно заслуживает вашего внимания. Потратьте это время, и я надеюсь, что вам в итоге понравится. Погнали! Видите, очень красиво. Да, большие проекты есть. У Эльдара тренера есть большой проект. Уже разминка идет, как шарики для гольфа. Работает. Да, дриблинг. А направляет он в какую ногу давать? Ты опаздывай. Всем привет! Я по-прежнему нахожусь в Анталии, и сегодня очередной выпуск про команду Эльдара, про детскую, даже не сказать, что академию, но про такую детскую команду, которая сейчас есть в Анталии, и чему несказанно рады местные футболисты. Очень мало достойных академий вообще во всей Турции, не то что даже в Анталии, очень много клубов, и при этом очень низкое качество. Но вот Эльдар пытается сделать все, чтобы поднять это качество, чтобы привлечь внимание местной публики, чтобы показать, что можно тренировать как следует, и что у турецких футболистов есть потенциал. Ну а что он для этого делает и какая его мотивация, мы узнаем сегодня. Сейчас мы отправимся на ту самую базу Эльдара, чтобы понять, в чем его мотивация всем этим заниматься, и есть ли перспективы у турецких футболистов пробиться в топ-5 лиг и остаться там, закрепиться и вообще стать полноценными европейскими звездами. Живописно. Утром хоть дышать можно как-то. Да. А сейчас в Анталии сколько проживает людей? 2 миллиона. 2 миллиона. 2 миллиона населения сейчас Анталии. Ага. Но это официально. Ну, то есть больше, конечно. Ну, анталийское побережье не в том, что в самом Анталии, анталийское побережье имеется в виду. Ага. Да. Мы когда на сборах были, нам говорили, что здесь полей больше, чем во всей России. Ну вот, особенно там, где Белек. А я так понял, что в самой Анталии не так уж и много, да, полей? Есть в Анталии поля, но они постоянно заняты. И Не, ну если сказали 1000 команд, я в шоке, я и не каждый представляю. час там тренировки, у всех свои часы. Тренеры-то есть для всех этих команд? То есть насколько они? Ну, есть, каждый второй старается, честно сказать, больше деньги заработать, чем тренировать. А вы вот до того, как Эльдара здесь не было, вы, получается, где-то в другом месте занимались? Да, мы тренировались в другом месте. Ага. Ну, уровень не тот, конечно. Ага. Там у нас в неделе 2 тренировки было, а здесь у нас А, каждый день это 2 раза тренировки. В целом я слышал, что в Турции так с футбольными секциями не очень, да, дела. Ну, теперь есть здесь вот, которые школы есть, мало, да, профессионально. Да. Только в больших клубах, где профессионально тренируют. Мы у Эльдара уже 7 месяцев. 7 месяцев. Да. Потому что профессиональный уровень, вот за это Ага. все идут к Эльдару. Ну, видят сразу, да? Да. А вот вы понимаете, вот у Эльдара какие-то долгосрочные планы, может быть, он же, наверное, тоже у него какие-то свои цели есть? У него мотивация большая, просто спонсор нужен, где-то, ну, мы что, помогаем, там тут получается где-то что-то может быть. Но, тем не менее, Ложится, я конечно. впечатлен тем, что у него есть. Я когда про 150 мячей услышал, ни в одной команде премьер-лиги российской. Потому что он сейчас еще заказал 100 мячей, это уже 2023 на 2024 год. Еще эти мячи не вышли. Вот, С ума сойти, конечно. да, он уже заказал, говорит, 100 мячей мне. И каждый раз он эти новые мячи обновляет. Мы как одна из семьи стали, то есть все, кто там есть. Есть такие, которые приходят в больших клубов даже и тренируются у Эльдара. Да, я слышал. Почему? Потому что уровень. А в больших клубах, например, вот в Анталии, спорю, вы не знаете, там как? Там чаще тренировки проходят?
там в день один раз, сейчас с Анталия спор у многих есть, которые приходят и у Эльдара тренируются. Вообще тренер должен любить свою работу. Да, да, да. Если человек любит свою работу, у него будут и выстреливать, и футболисты, и все, что можно. Результат придет, Конечно, конечно, так будет. да? На базе. В общем-то, живописно здесь. И, кстати, здесь такие вот питомцы есть. Здесь административное помещение. Здесь, кстати, обратите внимание, полноценное восстановление. Лед сюда подвозится. Раздевалки, причем 2 раздевалки. И вот уже разминка идет. И само поле. Я вам скажу, что здесь никаких агрономов, никого нету. Тренер и его помощник, они сами всем занимаются. Со скольки часов вы здесь обычно? В какое время приезжаете? Вот каждый день 8:30. 8. Тренировка начинается в 8 часов утра, мы здесь. И до скольки? И до вечера, до 9 вечера До здесь. 9? Да, пока вечерняя тренировка не закончится. Функций у вас тут много, да, я смотрю? И газоны, и уборка, и... А все. Что еще? Расскажите немного про поле. Вот, я надеюсь, мы найдем какие-то фотографии, как здесь было, когда вы только приезжали. Да, Вот нас, что конечно, изменилось, конечно. что вы лично узнали, вообще, как за газоном следить, насколько это сложно. Если говорить за это, мы, конечно, когда сюда пришли, здесь было все в плачевном состоянии. Ага. Здесь практически оно как бы и не считалось футбольным полем, это просто считалось как бы, как тебе сказать, какая-то поляна. Тут мусора мы здесь сколько вывезли. Или вот эта вот красота, и когда можно с ребенком прийти, например, на трибуне посидеть, футбол посмотреть, или там что-то, тренировки посмотреть. В Сочи я долго работал, и здесь море, может быть, чуть подальше, но все равно рядом. И нам говорили, что всегда это проблема с газоном, что вот близость моря, а потом жара, влажность. Вот вы как с этим справляетесь? Вот в таком состоянии у вас газон долго держится или все-таки? Ну, в таком состоянии, конечно, он не был, но мы его в такое состояние сейчас привели. И как бы теперь стараемся его поддерживать, но это очень тяжело. Ну, я представляю, обычно тренировки, специально есть утром люди. тренировки, вечером Да, тренировки. да, Это как бы поле, оно почти не отдыхает. Давайте пару слов про инвентарь. Вот я смотрю, ворот у вас тут много. И там, ну там я еще отдельно покажу, что в этом вагончике. Инвентарь это, конечно, Ильдар все сам за свои деньги все приобрел. Вот эти же ворота, это мы Санкары заказали, это все да? за свои деньги. Это здесь просто железные ворота, как обычно были, Ага. это все алюминиевое. Я слышал, что у вас команда будет участвовать в местных турнирах. Вот вы, получается, здесь будете матчи играть, да? Или непонятно? Может и здесь, это потому что здесь получается, ты играешь и первый круг ты играешь, можешь в гостях, можешь дома. Такая же система, как в любой лиге. Ну, у вас должна быть какая-то домашняя арена, условно. Ну, вот это будет наша домашняя, условия. Есть, конечно, ты дома, если... Ну, у многих команд здесь, понимаете, нет уже своего, Конечно, ничего нету. конечно. Они все арендуют, арендуют. И они играют на этих арендованных полях, как на своем поле. И в гостях получается. И вот так. Я понял. Вот это арендованное поле они считают как за свое. Я просто хотел спросить, возможно ли, что кто-то из местных жителей будет приходить, это воспринимать ваш клуб уже как свою команду и поддерживать ее здесь на стадионе? Конечно. Они здесь и есть люди, которые уже знают за наш клуб и поддерживают, на матчи приходят. Сейчас, я думаю, сегодня тоже придут. Очень много здесь проезжает, на машинах останавливаются. Останавливаются? Конечно, с детьми приходят, смотрят. Ничего себе, Ну, им будем следить. Тоже, будет же им тоже интересно это как бы посмотреть. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz? Yes, İyiyim. It's all what I know. Не могли бы вы рассказать немного, как вы узнали об этом клубе и как долго ваш сын занимается футболом? Bizim oğlan 4 yaşından beri futbol oynuyor. Şimdilik 10 yaşında. Almanya'da oynuyor. Yüksek takımda oynuyor. Burayı da geçerken gördük. Onun için buraya bir bakalım dedik. Ну, хотелось бы спросить, как первое впечатление? Понятно, что они только приехали, только видели, но может что-то удивило, поразило. Şimdi yani Antrenmanı çok beğendik. Buradan geçince burayı gördük ya, çok beğendik. Çünkü çocuklardan çok güzel ilgilendi. Çok güzel her şeyi yani kurdular.
Her yerde öyle değil çünkü. Çok beğendiğimiz için buraya sorduk. Yani Almanya'da böyle antrenmanlar var. Dolu her yer öyle. везде говорят. Bir de hep böyle çok çocuk var. Böyle 15 değil, hep böyle 20-30 tane çocuk. Также İki делают. tane grup yapıyorlar. En iyilerini ve normalleri. Но последнее, наверное, спросите, они планируют вот сейчас все вот эти 1,5 недели оставшиеся водить ребенка или... Çocuk aslında yüksek bir grupta oynuyor. Мгм. Şimdi başka bir yer onu isterse, başka bir yere de geçebilir. Yani kim onu isterse oraya geçecek. Yani kesin diye bir şey yok şu anda. Teşekkür ederim. Это вот этих, получается, 160 таких только? Нет, Или нет, всего? таких 100. 100, ну все равно. Таких, это очень, это ну, очень все вместе мы солидно. считаем. А, это, не, ну солидно. это же все, Да, все, с ума сойти. Все есть. Только занимайся, больше ничего не надо. Всё Да. есть. А сколько вот, я так понимаю, давайте сейчас попробуем посчитать, что вы здесь сделали. То есть вот эти заборы затягивали, вот эта О, пленка, это ваша, да, работа? Это наша работа, это тоже один родитель как бы от себя нам Ага. сделал как бы как подарок, это от Так. себя сделал, он сказал, я вот от себя Ага. вот это, ну, загородить, это мы все загородили. Это вы сами делали, да? Сами, да, и Ильдара отец здесь был, А. вместе мы это все делали, это всё Да. думали. А разметку вы сами тоже делаете? Конечно, все У вас есть, получается, оборудование, да? То есть... Да, да, конечно, натягиваем нитки, Ага. специально есть, это такая, которая чертит, Неплохо. и все. Также газонокосилка, все при клубе. Да, я, вот, знаете, сам жил в городе Ставрополь, ну, не маленький город, но у нас ничего такого в детстве даже не было. Я не припомню, что с газоном, с разметкой. Там ворота, если мы находили, счастье было, тут Ну сетка. да, это конечно. Все Ну, это конечно, да. покупалось понемножку, потихоньку, Мгм. потихоньку, там не все сразу. Это все понемножку, вот так и накопилось. И когда мы сюда переходили, мы все думали, куда нам этот инвентарь деть, что мы будем, куда нам, здесь места нету нигде. Там раздевалка, там офис. Да, да, да. А куда его девать? И мы тогда вот решили вот этот контейнер найти. Этот контейнер тоже Тоже сами тяжело покупали, да? здесь найти. Здесь вообще с этими Мгм. контейнерами здесь проблема. Тоже нашли, привезли, поставили. Все это, все сами. Все сами. И сейчас начинается тренировка. Но начнем мы с того, что я вам покажу, сколько здесь мячей. Я ни разу не видел столько тренировок. Я ни разу не видел такого количества мячей на базе футбольного клуба Сочи. И я сомневаюсь, что вообще в какой-то из команд премьер-лиги их столько есть. В академиях, может быть, есть, но на тренировках взрослых команд точно нет. И вы сейчас это увидите. Вот они все мячи. Просто нереально. Знаете, это как теннисных мячей их здесь. Это официальные мячи чемпионата мира. Ну и по качеству тоже, я думаю, что видно, что мячи хорошие. Несмотря на ограниченные человеческие ресурсы, видите, Эльдар, по сути, один здесь тренирует всех. Вот сейчас с малышами у него проходит тренировка с мячами, и уже такая активная часть тренировки. А в это время ребята постарше, вот видите, вот там, они сейчас разминаются и готовятся к своей тренировке. Они уже знают, как разминаться, естественно, они уже этому обучены. Честно говоря, тяжело не спать в такую рань. Но если хотите тренироваться, то надо не спать. Пас, да. Долго, очень долго. Поменяли здесь. Пошире. Наверное, это мой рай. Так, похоже, сейчас у нас будет возможность увидеть в действии все вот эти 150 мячей, как оно будет работать. Ну, в принципе, не отличается от профессиональной команды. Посмотрите, ворота, мячи, поле. Вот есть соперники. Вот ребята постарше уже разминку провели.
ну, сейчас разогреваются, можно так сказать. Я знаю, что в планах у Ильдара еще здесь велотренажеры поставить, чтобы все как в профессиональной команде. Ваша задача здесь двигаться, не останавливаться. Всегда голова поднята. Я могу отбегать, могу менять направление, развороты и переключаться. Нет, ты отдаешь передачу, я должен двигаться на мяч и возвращаться в исходную позицию. Видишь, так, иди на мяч, перемещайся. Так вот прямо онлайн 2 тренировки происходят одновременно у одного тренера. Конечно, удивительно. Видите? И нарастающий. 3-4. Вот посмотрите, сейчас как раз мы эту интенсивность и наблюдаем за счет количества мячей. Видите, можно увеличивать. Ребят, давайте пару слов, как вам вот упражнение? Мне кажется, тяжело утром, да, вот это передачи, думать, бросать. Да, да. Вы часто такие делаете упражнения? Да. В прошлой неделе было тренировок чисто на работу с нагрузкой в футболе. Мы там квадрат играли. А как в игре помогает это потом? Вот? Да. Да. А что самое сложное на тренировках? Вот? Наверное, работа. Ну, что думать надо с утра. Да? Не хочется, да? Ну ладно, кайфуйте. Забил сегодня? Шеф. А кто у тебя? Неймар? Нет, А кто? Кто? Аслан. Какой Аслан? Ну там. Ну тот что ли? Да. Ладно, ну. Нет, серьезно, какой у тебя любимый? Нет, ну один кумир должен быть вот твой. Который ты Я любишь. всех люблю. Нет, Вы... не может быть так не может быть. Скажи, вот одного скажи. Ладно. Сейчас. Ну, Кайл Хатер. Карвахаль? Ну, классно, молодец. За Реал, значит, да? Я не знаю. Нет? Забросил. Да? Ты же всегда... Не, я не забросил. Как это? Я пошутил. Ага, Карвахаль говоришь, А, ты за ФК, вот так сделай, вот так. Молодец. И сразу начинай, Серый. Сразу начинайте же вы. Ребят, пару слов расскажите. Мы вот делаем проект про команду. Расскажите, вы откуда, как давно тренируетесь? Мы приехали из Казахстана, из города Алматы. А, Мы тут тренируемся примерно больше 2 недель, почти 3 недели. и как вам тренировки? На тренировках все отлично. А вы в Алмате тоже занимаетесь где-то? Да. А там где? В футбольном клубе я не знаю. Ага. И сильно отличаются тренировки там, здесь? Или так похоже? Некоторых меня тогда. ФК будет играть товарищеский матч с одной из местных команд. И мы посмотрим, как команда к этой игре готовится, как сама игра проходит. И вообще, что это такое, вот этот местный турецкий футбол. Не самых высоких дивизионов, но тем не менее очень близкий к профессиональному. Что, выиграют они, как думаешь? Я не знаю. 17-й год. Так, ну смотрим. А как команда на соперника называется? Аксу, да? Аксу, да. Ага. Да, это я знаю, это где-то в районе Белека что-то такое есть. Ну ладно, смотрим матч. Я вопрос могу спрашивать или не стоит? Сейчас. О, как раз солнце село сразу, да? Прям идеальное время. Ну что ж, смотрим, что вообще из этого получится. Не открывайся под передачу. Отыгрались 1-1. Пришел мяч. Дальний удар мощнейший. Я не ожидал даже, что залетит, но сравняли. И знаете, самое интересное, что реально тут местные болельщики прям такие громогласные аплодисменты были. Итак, 1-2 после первого тайма. Перерыв.
Вот здесь прямо за полем мячи бывают улетают, приходится бегать. Ну, зачем туда, к воротам играть? Видите, здесь дроны можно использовать, проблем нет, поэтому. И матч целиком, да, тренировки вы сказали? Конечно, матч целиком. И потом это как-то используется, да, в Конечно, работе? потом тренер делает разбор матча. Мгм. Все сидят. У нас там есть. Да, у вас там как Да. кабинет теории, да, можно сказать. И все, разбор. Каждый видит свою работу, что он делал, Мгм. как он играл, какие Да, ошибки благодаря у него. этой штучке. Это очень хорошо. Молодили состав серьезно. Сейчас, наверное, средний возраст вообще 15 лет. Сколько через него выходили передачи вперед? Если посчитать, практически ни одной передачи вперед нет. Ну что же, уже стемнело, матч окончен, 2-1 победа гостей. А мы продолжим наблюдать за командой, пообщаемся с тренером, попытаемся вообще понять, зачем вообще этот проект с такими огромными вложениями, в чем мотивация главного тренера. Эльдар, ну у всех, я думаю, кто это видео будет смотреть, самый вот первый и главный вопрос, почему ты уехал из Казахстана, почему именно Анталия, как это вот все случилось? В первую очередь увез свою семью. Хотелось бы, чтобы дети больше развивались. Сын у меня полюбил футбол. Хотелось его сразу увезти ближе к той стране, где больше уделяет внимание футболу. Вот сейчас сколько команд? Я знаю, что вот есть две команды, которые постоянно тренируются. Такая летняя школа для футболистов. Вот немного про это можно рассказать. Ну, на данный момент возраст здесь смешанный. Ребята разного возраста. Много ребят приезжают с России, из Казахстана. Они как вот приезжают на неделю, на месяц или Приезжают это на работает? месяц, кто-то приезжает на месяц, остается на год, на 2 года. Которые ребята подготовлены, они уезжают уже кто-то в Испанию, кто-то в Казахстан. Мы всегда только за то, чтобы ребята продолжали расти. Наша задача здесь подготовить ребят, чтобы они владели двумя ногами, чтобы они владели и подачами, передачами, то есть все, что нужно именно для того большого клуба, где он окажется. Если здесь развиваться, строительство какого-то стадиона, академии, вот что в планах? Сейчас мы сделали проект на построение академии, ищем инвесторов, конечно, сами мы пока не осилим. Все, что здесь вы видите, это все за счет энтузиазма, за счет любви к своей работе. По развитию, построению мы думаем здесь расширяться, ищем землю, ищем инвесторов. Ну и, наверное, последнее, я думаю, что у всех возникнет вопрос, как вообще попасть, есть ли какой-то отбор? Мы берем ребят, всех самое главное, чтобы было желание. Если есть желание, то все, что сможем, мы поможем. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Я очень благодарен Эльдару лично и всем его коллегам, сотрудникам, всем родителям, которые помогали мне добираться до этой базы, которые помогали в производстве этого выпуска. Надеюсь, что вам было интересно. Я хочу пожелать удачи Эльдару, его проекту. Я надеюсь, что он будет расти и развиваться. Если вам интересно наблюдать за проектом Эльдара, за этим футбольным клубом, который, кстати, совсем скоро возьмет старт в местной 7-й лиге, вы можете подписаться на официальный канал в социальных сетях. Я оставлю в описании этого видео ссылки. Ну и, конечно же, поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. У меня еще очень много путешествий. Не нужно их пропускать.